Всем привет! Вы на канале 88 Клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. В этом видео я вяжу очень классную сумку из рафии. Это изделие полностью рушит миф о том, что рафия это летняя пряжа. Получается очень ярко и колоритно. В этом видео я подробно рассказываю, как связать донышко. Перехожу к стенкам, показываю и рассказываю вязание этого классного и модного узора. Довязываю функциональную глубину и перехожу к вывязыванию ниш под ручки. Ручки очень удобные, изделие будет комфортно и удобно носить на плече. Самым большим плюсом этого видео является то, что сумка связана всего из одного мотка пряжи. Пряжа рафия. Характеристики нити: в 200 граммах 240 метров. Это натуральная целлюлеза, очень плотная и широкая нить, поэтому сумка получится быстро и просто. Большая палитра цветов. Каждый цвет смотрится ярко и колоритно. Очень хотела связать из черной пряжи, но, к сожалению, ее плохо передает камера, поэтому остановилась на серой. Все необходимые ссылки и подробности, как всегда, оставляю в описании под этим роликом. Выбирайте цвет пряжи и фурнитуры. И переходим к работе. Пряжа ленточная, поэтому советую подматывать ее для вязания на опоре. В моем случае это крючок. Вот таким образом в полотно она будет поступать ровно и не будет перекручиваться. Упростит вам немножко вязание. Набираю воздушные петли. Хочется сказать, что от количества петель набора, естественно, будет зависеть размер изделия. Набрасываю нить на крючок с небольшим запасом, подхватываю рабочую нить и формирую 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Теперь буду вставлять крючок в заднюю перемычку, переворачиваю косу из воздушных, крючок будет входить здесь. Пропускаю первую точку, она уходит на петлю подъема, во вторую провязываю столбик без накида. Следующая точка, столбик без накида. И так до конца ряда получится 9 столбиков. У меня последняя точка и последний 9 столбик. В конце каждого ряда петля подъема, переворачиваю полотно, рядами туда-обратно вяжу донышко сумки. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и провязываю столбик без накида. Каждый последующий ряд аналогично. Во втором ряду также 9 столбиков. Петля подъема, переворачиваю вязание, снова за обе дужки кромочной косы, повторяю из ряда в ряд. У меня закончился 33 ряд. Размер донышка 32 сантиметра на 7 сантиметров ширины. И я перехожу к боковой обвязке. Здесь в последнюю точку, куда провязан 9 столбик 33 ряда, я провязываю еще 2 столбика. На каждом углу заготовки будет провязываться 3 столбика в одну точку. Далее буду вставлять крючок напротив каждого ряда. Вот рядов 33, соответственно, из каждого ряда по боку я провязываю столбик без накида. Вставляю крючок достаточно глубоко, вот прям подхватываю один столбик, последний здесь, здесь и так далее. Двигаюсь к этой угловой точке. Как и намечено, в эту угловую точку провязываю сразу 3 столбика. Первый, второй, третий. Край начала пускаю и ввязываю его в полотно. По этой стороне вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и продолжаю провязывать столбики.
То же самое сделаю и в следующем углу. Провяжу 3 добавки в одну точку и вяжу до начала обвязки здесь. Я в последней угловой точке сюда уже провязала 1 столбик, но в начале ряда из этой же точки выходит первый столбик ряда обвязки. Провязываю 3 в общей сложности. И вытягиваю немножко нить, делаю соединение. В первую кромочную косу увожу петлю, вставляю крючок в соединение и подхватываю эту петлю, фиксирую рабочей нитью. Готово. Сейчас в круг у меня 88 петель. Для моего узора количество петель должно быть четным. Пересчитайте свои петли и скорректируйте. 34 сантиметра по длинной стороне и 9 сантиметров по короткой. Итоговый размер донышка изделия. Дальше я провязываю одну воздушную, накид, возвращаюсь в эту же точку, вытягиваю петлю без провязывания. Так, далее накид, следующая точка за обе дужки кромочной косы, вытягиваю и провязываю все вместе. Далее воздушная. Такой пучок у меня получился. Еще раз повторяю: накид, текущая точка за обе дужки, вытягиваю, накид, следующая точка, вытягиваю. Сейчас у меня на крючке 2 накида и 2 петли, вытянутые с точки провязывания. Провязываю эти все петли вместе. Далее воздушная. Снова накид. По ходу движения в каждую точку вставляю крючок. Первая, накид, вторая петля. Эти петли все вместе. Воздушная. Не забываю провязать воздушную между этими пучками. Так вяжу по кругу без добавлений. Напоминаю, у меня 88 петель, вот 44 таких пучка получается. Провязан первый ряд, здесь немножко потянуть, чтобы рафия стала на свои места, или можно поэтапно изделие отпаривать на ваше усмотрение. Здесь я уже провязала воздушную петлю, вынимаю крючок, мне нужно соединить ряды. Соединяем также любым удобным способом. Я по аналогии увожу эту петлю наизнанку. Далее в соединение подхватываю уведенную петлю и подхватываю рабочую нить, воздушная. Здесь каждый ряд мне нужно будет провязывать снова пару столбиков, обнимая предыдущую пару столбиков. Накид, ныряю под арку, вытягиваю, накид, под следующую арку вытягиваю и провязываю 2 накида и 2 петли вместе. Получается одна пара столбиков, сверху другая пара столбиков. Воздушная, все по аналогии. Снова накид. Здесь очень внимательно ныряю в уже задействованную арку. Здесь, то есть здесь у меня уже провязан столбик. Каждый раз в каждую арку будут провязаны по 2 столбика. Сюда вытягиваю, накид, следующая, вытягиваю, провязываю 2 столбика вместе, воздушная петля. Вот весь смысл этого узора. Очень просто, но при этом очень красиво. Снова накид, задействованная арка, накид, следующая арка, провязываю вместе 2 накида и 2 столбика. Так ряд за рядом соединяю ряды по аналогии, навязываю необходимую глубину изделия. Сейчас у меня провязано 14 рядов узора. Я уже примеряю ручки, чтобы определить, в каких точках они будут крепиться. На данном этапе глубина по стенкам 23 сантиметра. Донышко я в расчет не беру. Итак, здесь получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фрагментов узора. То есть вот эти 7 точек в последующие ряды я провязывать не буду. Здесь у меня будет последняя эта точка. И здесь у меня будет
которую мне нужно провязать с этой стороны, я маркировала. Соответственно, такие же точно точки маркирую по противоположной стороне. И сейчас я укорачиваю нить, отрезаю буквально с небольшим запасом, вытягиваю нить полностью и делаю соединение в первую кромочную точку. Возвращая эту нить обратно, увожу наизнанку, можно спрятать и подклеить. Рафия очень хорошо скрепляется обычным клеем-карандашом. Уже этот конец, который вы подклеили, он не выскочит никогда. Все, это я сделаю в последующем. Теперь мне нужно хорошенько заготовку отпарить. Обратите внимание, узор имеет небольшой наклон. Вот я, отпаривая, придаю столбикам идеально ровные очертания. Здесь и здесь немножко нужно потянуть вправо и хорошо утюгом с паром пройтись по всей заготовке. Теперь приступаю к вывязыванию боковых частей, ниш под ручки. Здесь у меня маркированная точка, вставляю крючок в нее, подхватываю рабочую нить так, чтобы запас нити остался совсем небольшой. Далее накид, снова ныряю в это окошко и вывожу высоту столбика. Накид, следующая точка и высота столбика. Провязываю их вместе. Воздушная. Готово. Первый фрагмент узора готов. Далее накид. Возвращаюсь в уже задействованное окошко. Вывожу высоту столбика. Снова накид здесь и провязываю эти столбики вместе. Воздушная петля. Тем временем край начала ввязываю в полотно. Здесь все аккуратно прячется под обвязку. Продолжаю столбик за столбиком, все по моему узору. Сейчас вяжу левую часть сумки до этого маркера. Здесь у меня последняя пара столбиков провязана. Заканчиваю также воздушной. Вынимаю маркер и здесь сейчас фиксирую маркером эту петлю. Возвращаюсь, достаточно, чтобы она была свободная, возвращаюсь по этому ряду вместе с нитью в начало ряда. Эта нить вяжется следующим рядом. Для того, чтобы не прерывать клубок, из раза в раз иду на вот такую небольшую хитрость. Здесь у меня нету стенки, нет соседнего столбика, поэтому мне нужно сформировать петлю прям вот отсюда. Подхватываю 2 ниточки, прям центр верхней части протыкаю, подхватываю рабочую нить, и вот отсюда будет сформирован первый столбик. Накид, возвращаюсь в эту точку, вытягиваю высоту столбика, накид, следующее окошко и провязываю 2 столбика вместе, воздушная петля. Вот так это выглядит. Снова накид в окошко, накид, следующая точка и провязываю вместе, воздушная петля. Здесь слежу, чтобы не было лишнего натяжения. Эта нить должна идти достаточно свободно. Потом при отпаривании точно так же все выровняется. Продолжаю вязать столбики и, соответственно, таких рядов навязываю необходимое количество. Я исхожу из внешнего вида изделия и из остатка своей пряжи. Не забываем, что здесь мне нужно вывязать такое же количество столбиков и рядов. Здесь у меня тоже нет боковой стенки, но я закрепляюсь вот в оставленную петлю, вынимая маркер. Итак, формирую первый столбик в окошко, накид, вставляю крючок в петлю и в основание этой петли вытягиваю и провязываю вместе, воздушная петля. Готово. Вот так это выглядит. Теперь то же самое. Мне нужно зафиксировать эту петлю и провести нить обратно. Здесь все повторяется.
У меня провязано по 5 рядов с каждой стороны. И здесь сейчас провязываю последнюю пару столбиков. Укороченную нить вытягиваю полностью. При отпаривании точно так же исправляю немножко наклон и равняю углы, чтобы углы начала ряда и конца ряда полностью совпадали. Прячу эти концы и подклеиваю. Моя сумка готова, обалденная и очень модная. Из одного мотка пряжи получилось достаточно большое изделие. Вот совсем чуть-чуть осталось. Можно было навязать еще по ряду сбоку. Тогда ручки были бы повыше, то есть поглубже был бы этот проем. Но я остановилась на 5 рядах с одной и 5 рядах с другой стороны. Итоговые размеры моей сумочки: эффективная глубина 27 сантиметров, полная глубина 35 сантиметров, изделие с ручками 51 сантиметр. Ширина сумки 34-35 сантиметров. Здорово будет смотреться во всех цветах. Мне очень нравится, что изделию не требуется подкладка, но здесь по желанию можно ставить вкладыш органайзер. У меня уже на очереди такое же изделие в классическом цвете рафии. Напоминаю, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!